Sahana vavatu Sahana bhunaktu Sahaviryam karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So today we proceed to our next topic of our study. Сегодня мы обращаемся к новой теме в нашем изучении. That is about knowledge. Это знание. So yesterday we finished and we didn't have time to prepare two questions. Yes. Okay, we start with questions. Аня? Okay. If you are postponing karma, then which are consequences? Is it same karma but later, or it is aggravated karma? Я правильно спросила, да? When you are postponing your karma, that means it is due to the fear of undergoing the experience. Когда мы откладываем карму, это означает, что мы боимся пройти этот опыт. Это происходит из-за страха. And this fear makes a blockage. И этот страх, он блокирует. And it is a blockage for the progress. Он блокирует наш прогресс. Because when you undergo the experience of karma, then there will be a clearance and a forward step. Потому что каждый раз, когда мы проживаем свою карму, мы делаем следующий шаг в своем развитии, потому что мы очищаемся. So the tendency to postpone is a sort of blockage for this. Поэтому тенденция откладывать карму – это блокирование своего собственного развития. So then what happens is it increases because there is always an innate effort to make a progress. И из-за того, что в нас всегда изначально присутствует стремление к прогрессу, и наше внутреннее «я» все время осуществляет какое-то усилие для совершения этого прогресса, But this tendency to postpone, то как бы ситуация более серьезной становится, потому что это наша тенденция избегать кармы, она останавливает это усилие. this makes a suppression. Подавляет это усилие. So the consequence can be that the experience of the karma, intensity of the experience can increase. Когда мы что-то сдерживаем, как бы сила сильнее становится, и поэтому карма усиливается. Ну, в смысле, она усугубляется. Она становится более серьезной. Therefore, an effort to postpone, it is just like, for example, when you have taken a loan, when you have to repay the loan. Yes. If you don't repay it on time, then you will accumulate the interest which is to be paid more. Очень уместно сравнение с кредитом в банке. Чем дольше мы оттягиваем момент выплаты обратно кредита, тем больше процентов мы заплатим. Карму увеличим.
Is there any other question? Еще какой-то вопрос был? У кого-то с той стороны был еще вопрос, но, наверное, забыли, кто спрашивал. Ну ладно. No. Okay. So let us proceed about the knowledge. Итак, будем говорить о знании. So knowledge is the greatest enterprise of man. The greatest enterprise of man. Знание является самым великим из из всего, что может сделать человек. Enterprise это самое великое. Enterprise это производство, это предприятие, это предпринимательство. То есть это самое великое вот из того, что может сделать человек. Я так перевожу, потому что точнее не могу пока. Самое великое дело человека. Of human being, of man. And also it is an important possession, and also it is a blessing. И также это очень важное, то, чем владеют. Это одна из важнейших вещей, которыми человек владеет. В данном случае владение слова. И также это благословение. Due to lack of knowledge, из-за отсутствия знания или недостатка знания, many people suffer from harm and limitation to their lives, entire life. There will be limitation. There will be limitation for the entire life and harm for the life. Из-за недостатка знания жизнь очень многих людей бывает ограниченной, и они страдают от этой внутренней ограниченности их жизни. Therefore, поэтому it is necessary for the mind to acquire and store knowledge. Для ума является необходимым приобретать знания, собирать, аккумулировать знания, сохранять в себе. And also information. А также информацию. Dealing with the outer objective world. В ходе того, как он взаимодействует с внешним миром. And also the inner subjective world. А также в ходе того, как он взаимодействует со своим внутренним миром, субъективным миром. And also the world of ideas. А также с миром идей. So, the knowledge of both objective and subjective worlds is necessary. If you have only objective world, it doesn't make a progress. А это значит, что нам необходимо знание и в области предметного мира, и в области субъектного мира, потому что иначе это будет неполное знание. Knowledge can be termed as the sum total of human discovery and experience. Sum total. Sum total. Знание можно определить как совокупность результатов опыта человечества. Human discovery and experience. Человеческих открытий и опыта. That which can be recognized by the five senses. Которые могут быть распознаны 5 чувствами. And by the use of human intellect. И с помощью использования человеческого интеллекта. And also that about which we feel mental certainty, a certainty. И также это то, по отношению к чему мы чувствуем свою внутреннюю умственную уверенность, определенность. Knowledge concerns the arts and sciences
Знание касается и искусств, и области точных знаний, точных наук, точной науки. Arts? Нет, science — это только точная наука. Правильно? Ну, может быть, точные и... У нас 3: гуманитарные, точные и естественные. Точные и естественные. Science — это относится... Значит, знания касаются искусства, наук, истории, географии. Видишь, история и география не входят в History, geography, economics. Науки имеется в виду естественные, точные науки, история, география, экономика, Culture культура and religion. и религия. Spiritual knowledge is the foundation of wisdom. This is all these subjects, but spiritual knowledge. А духовное знание – это фундамент мудрости. So spiritual knowledge is the foundation of wisdom. Фундамент мудрости. And vitally it affects our life. И жизненно это жизненно оказывает на нас влияние, на нашу жизнь. And it is beneficiary for us. We get benefited by this. И это для нас благоприятно. Мы от этого выигрываем. And it requires study. И это знание, оно требует изучения. The range of facts Ряд факторов, that one knows которые человек знает, will differ according to the age of the person. Differ from person to person, it differs. Значит, он различается от человека к человеку в зависимости от его возраста. According to the age, according to education, в зависимости от его образования, according to experience, его опыта, according to the circumstances, и обстоятельств, в которых он живет, and also according to the environment. И также окружение, в котором он живет. Next is our knowledge is conditioned Наше знание обусловлено by the limitation of the knowledge of those who transmit to us. Because the knowledge is transmitted, we receive the knowledge, but when it is transmitted, so it has a limitation. Наше знание обусловлено теми ограничениями, которые есть у человека, который передает нам эти знания. The capacity to receive Способность получать and profit by knowledge, и пользоваться знанием, it depends upon one's point of mental evolution. зависит от точки ментальной эволюции человека, от точки, на которой находится человек в своей умственной эволюции. Knowledge throws light into the areas of awareness. Знание проливает свет на области
Awareness осознанности, of which we have so far been unconscious, от которых мы настолько далеко находимся, когда совсем в бессознательном состоянии находимся, and of which it is of permanent importance in the development of everybody. и которые настолько важны в личном развитии каждого индивидуума. Knowledge is a major molding factor. Знание является главным формирующим фактором. Формирующим имеется придающим форму индивидуальности. Because it serves Потому что оно служит to shift us from emotional plane to the mental plane. Чтобы постепенно переводить нас с эмоционального плана на ментальный план. So without the help of knowledge, it is difficult to get over emotional plane. Без помощи знаний очень трудно освободиться от эмоционального плана, уйти с эмоционального плана на ментальный. Another important thing is that Еще одной важной вещью является то, что a little knowledge is dangerous. малые знания, они опасны. Если человек обладает только малым знанием, то это опасно. Мало знаний, это опасно. When one works on partial, inadequate and incorrect knowledge, когда человек оперирует только частичным, неточным, ограниченным знанием, it leads to difficulty and mistakes. это приводит его к трудностям и ошибкам. And what is important also is, Еще важно то, что for acquiring knowledge, чтобы получать знания, the most necessary thing is наиболее важной вещью является, наиболее необходимой вещью является humility. Смирение. Смирение. There is a sentence in one of the Upanishads. В одной из Упанишад есть такая фраза. It says that one who feels that he knows, Тот, кто чувствует, что он знает, that means he doesn't know. это означает, что он не знает. Если человек чувствует, что он знает, это означает, что он не знает. And one who admits that he doesn't know, А если человек утверждает, что он не знает, he knows. это значит, что он знает. Yes, Socrates. Yes. Yes. Маша вспомнила Сократа, который сказал, что я знаю только одно, что я ничего не знаю. По-другому, да? Я не помню. Я вот такую фразу помню. If anyone thinks that he knows all, Если человек чувствует, что он знает все, and if he considers that his education is completed, и этот человек будет чувствовать, что его образование закончено,
then his progress is at the end. Это значит, что он перестал прогрессировать совсем. That is the end of the progress. Это означает окончание его прогресса. In the pursuit of knowledge, В поисках знаний there is nothing like some final stage. в процессе приобретения знаний не существует финальной стадии. That means nobody should think that he has come to a stage of knowledge. Никто не имеет права сказать, не имеет основания сказать, что ну вот теперь я пришел к настоящему полному знанию. The process of teaching also is only sharing the knowledge. It is not. If I think that I am teaching because I have reached a level of knowledge, therefore I am giving out the teaching, then И процесс преподавания – это тоже всего лишь процесс, когда человек делится своими знаниями. then I am А это значит, then I am deeply buried in glamour. да, если бы вот Аданта Кришна, который нам преподает, сказал бы, я преподаю, потому что я обладаю знанием, тогда это означало бы, что он глубоко погружен в самообольщение, в наваждение, можно сказать. Да. Because your knowledge will be improved only when you start sharing it. И тут ваши знания, они будут укрепляться в вас, то есть вы действительно будете приобретать какое-то знание только в одном случае, если вы начнете им делиться. There was a poet in Sanskrit Был такой поэт, который писал на санскрите, who made a poem regarding knowledge. который написал поэму о знании. He said that knowledge is the real wealth Он сказал в этой своей поэме, что знание является настоящим богатством, which has many unique qualities. настоящим богатством, у которого множество совершенно уникальных качеств. First of all, Первым делом, the knowledge is the wealth which cannot be stolen by anybody. первое, это то богатство, которое никто не способен украсть у тебя. If you have some material wealth, anytime it can be stolen, but knowledge cannot be stolen. Потому что если вы собираете материальное богатство, они в любой момент могут быть украденными или пропасть каким-нибудь другим способом. Но наши знания у нас никто не способен украсть. And another quality is, no government can put any tax on the knowledge. Вторым качеством знаний является, что никто не может вас обложить налогом, потому что вы владеете этим знанием. Since you have so much of knowledge, amount of knowledge, you have to pay this tax, so this cannot be there. То есть это то богатство, которое не облагается налогом. Very good. Because so far, nobody could invent a knowledge-o-meter, a meter for knowledge. Потому что не существует меры измерения, которой бы можно было бы измерить ваши знания и наложить на вас налог. And another feature of this knowledge, Еще одной особенностью знания, what this poet was explaining is о that которой говорил этот поэт, if it is normal richness and normal wealth, then if it is accumulated by a person, then the children of this person, they will have to share all this, because if there is certain amount of money and all this wealth and all this,
then all the brothers will share between them equal shares in all these Yes. problems. Yes. But for knowledge, everyone has to acquire his own knowledge. There is nothing like that which between the brothers legally they have to, how much knowledge they have to share, that is nothing. Еще одним приятным свойством этого богатства, которым является знание, является то, что ваши дети не передерутся из-за наследства. Потому что они не могут унаследовать ваше знание. Так я говорю об этом. Они не могут его унаследовать, соответственно, они не могут его поделить никаким образом. And another wonderful feature is that if it is other wealth like gold or jewels or currency or something, if you accumulate this, physically it will be much weight, more and more weight you have to. But any amount of knowledge you acquire, it is very light. It has no weight, lightweight. Да, еще одним преимуществом такого богатства, как знание, является то, что в отличие от золота и драгоценных камней, которые становятся все тяжелее и тяжелее для перевозки, когда их становится все больше и больше, знание – это то, что вы можете унести в своей голове, и вам не нужно его измерять килограммами. It is very lightweight. Это очень легкое богатство. No weight at all. Потому что оно вообще ничего не весит. And another unique feature is the normal wealth, if it is currency, normal bank balance or wealth, the more you spend it, it will be finished, spent away. If you have to, you accumulate, you keep it, but when you start using it, spending it, it is finished away after some time. But with knowledge, the more you spend, the more it increases. А еще одним прекрасным качеством богатства, которым является знание, это то, что когда у вас есть обычное богатство, материальное, когда вы его тратите, его становится меньше. Но знание – это такое богатство, которое, когда вы его тратите и начинаете раздавать всем окружающим, тогда оно становится больше. Чем больше делитесь, тем оно больше становится. Это очень важное, конечно, это уточнение. Спасибо. The more you spend, the more it increases. Чем больше мы его тратим, тем больше оно увеличивается, а не уменьшается. You share, you spend, you give in. Мы отдаем его одному, другому, мы тратим его, но оно только увеличивается. So the poet says ultimately. И в конце концов поэт говорит, that it is only the knowledge which is the real wealth. Что на самом деле единственным реальным богатством является только знание. And another poet says, другой поэт сказал, that the mark of knowledge, that means if a person gets knowledge, person has knowledge, he can be identified by his humility. Другой поэт сказал, что количество знания можно определить по тому, насколько человек смиренен и скромен. То есть оно количество знания равно смирению человека. And another poet says that knowledge is your true friend wherever you go in the world. А другой поэт сказал, что знание – это твой самый верный и настоящий друг, куда бы ты ни отправился в этом мире, он всегда будет с тобой.